Здравствуйте, с вами Инна Макаш, и вы на моем YouTube-канале Рукоделие. Сегодня я хотела бы показать вам схему узора. Начала вязать безрукавку. В скором будущем выйдет мастер-класс. Как я вязала, сколько петель брала. В общем, не очень подробно, но, по крайней мере, я буду рассказывать, как это было связано. Сколько рядов, сколько петель. Предварительно хочу отдельно выпустить видео с этой схемой. Кстати, на просторах интернета я пыталась найти такую схему, но, к сожалению, даже что-то подобное данной схеме найти было сложновато. Поэтому пришлось самой пробовать, экспериментировать, придумывать эту схему. И буду рада с вами ею поделиться. Давайте приступим. Вяжем первый ряд. Смотрите, тут у нас перекрещено, да? Мы воздушная петля, лицевая, воздушная петля, лицевая. И вот так вяжем до конца ряда. Сбрасываем воздушные петли и набираем вытянутые петли, 4 штуки. Раппорт состоит у нас из 4 петель, 4 на 4, 4 петли и 4 ряда. Вытянутые 4 петли. Теперь мы левой спицей захватываем первые 2 петли, вынимаем правой спицей все петли и 3-ю и 4-ю набираем. Теперь перекидываем на левую. Начинаем вязать лицевыми петлями. Еще раз. Снимаем, сбрасываем воздушные петли. У нас получаются петли вытянутыми за счет того, что мы сбрасываем воздушные петли. Вот 4 вытянутые петли. Теперь мы захватываем первые 2 петли, снимаем с правой спицы все петли и хватаем 3-ю и 4-ю петлю. Теперь из правой спицы переносим на левую спицу. И у нас получаются перекрещенные петли. Лицевыми петлями вяжем 4 лицевые петли. И еще 3-й раз покажу вам. Сбрасываем 4 петли. Воздушные петли сбрасываем. Получается у нас 4 вытянутые петли. Теперь первые 2 петли мы хватаем левой спицей, а 3-ю и 4-ю правой спицей. Теперь с правой спицы переносим на левую. Продолжаем вязать лицевые петли. Вот здесь очень интересный момент. Это у нас как раз место стыка. И вот смотрите, здесь мы провязали. И вот начинаем конец вот ряда, да, и вот здесь эти свободные петли, которые мы не вязали. Воздушную петлю я здесь спустила и начинаем вязать, набирая воздушную петлю. Это у нас будет 3-й ряд. То есть воздушная петля и лицевая, воздушная петля, лицевая. И так до конца ряда. Так, остался у нас такой хвостик. Берем моточек Газал Baby Wool. Я, кстати, вот вяжу из этих ниток. Здесь у нас в составе 40% шерсти, 20% кашемира и 40 акрила.
50 грамм 175 метров. Рекомендуемая спица тройка, крючок от 3 до 4 миллиметров. Стирать при 40 градусах, не гладить. Ну что, приступаем. Нам нужна двойная нитка, поэтому мы сейчас попробуем найти 2 хвостика. Берем 2 нитки. Вот здесь соединяем. Вот так. Давайте продолжать вязать. Придерживаю, чтобы они у меня не убежали, эти хвостики. Хвостики на месте. Можно перекрещивать вязание. Так, эти хвостики теперь мы оставим. Будем продолжать вязать дальше. 2 петли, я думаю, что будут держать 2 петельки, провязанные вместе. Ну и так далее. До конца ряда будем. Ну вот, довязала 3-й ряд. Теперь приступаем к вязанию 4-го ряда. Вот здесь петельки у нас будут перекрещенные. Выбрасываем воздушную петлю. Мы смотрим обязательно на рисунок. Это очень важно. Вот смотрите. Теперь здесь мы захватываем сзади. Так, первые 2 петельки. 3-ю, 4-ю спереди. Такое перекрещивание у нас получается. Точно так же вяжем лицевыми петлями. Вот так у нас получилось. Еще раз сбрасываем петли. Теперь сзади захватываем левой спицей, а правой 3-ю и 4-ю петельки спереди. Вяжем лицевыми. Еще раз. Сбрасываем. Все, набираем на правую петельку. Ой, на правую спицу. Теперь сзади хватаем петли левой спицей, вынимаем правой спицей все петли и 3-ю и 4-ю перетягиваем перекрещиваем спереди. Лицевые. Так у нас получается. Точно так же продолжаем до конца ряда. Особенность вязания не в круговую. Вы должны вязать немножечко по-другому. Все нечетные ряды, где мы вязали воздушная петля и лицевая петля, вяжется по-другому. Воздушная петля, изнанка. Воздушная петля, изнанка. Это все нечетные ряды. 1 и 3 ряды раппорта. А все остальные четные вяжутся точно так же, как и в круговую. И вот точно так же до конца ряда.